плюсы и минусы бокса с точки зрения боевой ситуации. Добрый день всем. На всякий случай сразу, это видео не имеет такой цели, чтобы каким-то образом, знаете, как говорят, разоблачить что-нибудь, там, разоблачить бокс, например, разоблачить там еще что-то, там, неважно. И по поводу того, что там вообще растеряется, потеряется, там, уйдете из зоны видимости, там, или что вроде этого было сказано, да, ну, бог с ним, это давайте игнорировать, не будем придираться. Кстати, к этому. Да. Вот, обратить внимание на то, что, ну, например, в каких боевых искусствах наиболее вам известных, да, это реализуется. Ну, наверняка, многие сейчас вспомнили Винь Чунь, например, да, где уход с линии атаки, это вообще не то чтобы норма, а это такой хороший, прям стратегический уже подход, да. Многие винчунисты работают именно вот на базе вот именно этой стратегии. Это уже стратегия, это уже не сиюминутные тактические какие-то моменты, а когда это стратегически прям постоянно решается именно таким образом, да, для того, чтобы быстро завершить ситуацию, быстро поставить жирную точку. И ребят, постбоксеры, если сейчас смотрят, это самооборонщики там и так далее, да, те, кто пытаются раздвинуть немножечко спортивные рамки, поработать постбокс в таком более свободно, чем у спортсменов принято, да. Ребят, это не сильно раздвигает ваши рамки на самом деле. Даже если вы будете по-боксерски работать со спины там противника, вы немного выигрываете. И вы сами это почувствуете, если у вас есть достаточный опыт в этом, да. Вы увидите, что вам нужны совсем другие вещи, чем то, что приспособлено вот для этой маленькой узкой рамочки, да, в боксе. Несмотря на это, конечно, все эти спортивные мероприятия максимально защищены от явно таких существенных, серьезных травм, которые угрожают жизни и здоровью. И с этой точки зрения бокс также исключительно хорош в рамках, которые существуют вот для специально спортивных таких программ, для ринга, для олимпийских игр каких-то и так далее. Ну вот опять, в целом, как бы возражений нет, все замечательно. Кстати, обратите внимание, что это очень коррелирует с боевыми искусствами, да, вот это вот общее предположение о том, что уход с линии атаки вообще правильно. Это на всякий случай, забегая намного вперед, сразу скажу, что все хорошо на своем месте и в свое время. И когда речь идет о какой-то спортивной дисциплине, то это все замечательно именно в рамках этой спортивной дисциплины. Но здесь это невозможно, поэтому в боксе это не особо так реализуется, прям скажем. Этот уход в сторону, это такая временная контрмера, как бы, которая требует еще каких-то дополнительных каких-то вещей, там, многоступенчатых, для того, чтобы что-то получилось в итоге. Да? И мы это сейчас услышим и увидим. Вот. И, кстати, да, какой вид спорта может быть вообще нигде не применим? Ну, трудно себе представить на самом деле, потому что любая спортивная активность – это результат, так или иначе, какой-то реальной активности человека. Даже если мы говорим о шашках и шахматах. Да? Например, в обоих этих боевых искусствах это не делается бесконтактно, как вот здесь вот показано, да? Всегда существует, ну, как минимум, какая-то страховка, обязательно контакт с противником, с его рукой желательно, а еще лучше с его рукой и ведущей ногой, например, да? И после этого ухода требуется целый ряд многоступенчатых каких-то действий, да, вот мы это сейчас видим. То есть до разгрузки ситуации, полной разгрузки, еще, ну, в принципе, далековато, да, вот мы это видим как раз по тому, что нам сейчас сообщают. Вот на этом сосредоточитесь тоже. Не, на самом деле, конечно, кумулятивно это все накапливается, и все знают о серьезных достаточно сложностях со здоровьем у боксеров, серьезных сложностях со здоровьем у борцов, таких же сложностях там у кикбоксеров там, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, все знают, чем такие вещи заканчиваются, и все хорошо понимают, наверное, что спорт не лечит, а калечит, и профессиональный спорт тем более. Вот. И вот мы видим, как, в принципе, ну, не так легко стратегически это все решается, потому что существуют жесткие рамки бокса. Да? Разве только если мы сравниваем спортсмена с человеком, который все время пьет пиво и смотрит футбольные матчи, да? Наверное, здоровье вот такого диванного сидельца, наверное, еще хуже, чем здоровье профессионального спортсмена. Но, тем не менее. И когда мы говорим о контактном карате, например, ну, понятно, что это замечательно. Там, например, берем Кёкушин, есть как бы какие-то домыслы, что он чем-то нехорош в реальной какой-то ситуации. Ну, я сильно сомневаюсь в том, что он как-то особенно нехорош. Его ограничения, да, он действительно, Кёкушин имеет какие-то существенные ограничения в спортивных рамках каких-то, да. Ну, эти ограничения, ну, ребят, согласитесь, они так достаточно условны. В отличие, например, от каких-то ограничений, связанных, ну, например, с тем же боксом. Везде, в этих вот контактных спортивных единоборствах,
Существуют, конечно, и травмы, и какие-то явные спортивные, профессиональные заболевания, давайте так вот скажем. Да? Я даже не знаю, как это по-другому назвать, но на самом деле они имеют отношение, конечно, к профессиональным травмам в первую очередь. Так вот, цель этого видео, конечно, заключается не в том, чтобы сказать, что бокс вообще не пригоден ни для чего. Понятно, что боксер, ребят, так же, как и волейболист профессиональный, кто общался с волейболистами или с баскетболистами, высокими, крепкими ребятами, как правило, да, все понимают, что у них есть преимущество в какой-то экстремальной ситуации, в каком-то столкновении. У них есть преимущество перед человеком вообще неподготовленным. Да? Это любительский, наверное, менее, так сказать, опасен так вот для здоровья и в том числе, там, скажем, жизни или для долгих лет жизни. Но все равно спорт есть спорт, и он направлен на совершенно определенные какие-то цели, которые, ну, прям скажем, не всегда сообразуются с целями какого-то поддержания здоровья, скажем, и так далее. Кстати, да, первая часть этого видео, обратите внимание, в описании к этому видео уже. Кому интересно, можете посмотреть. Там довольно краткое видео, и мне кажется, по-своему интересное. И там мы начинаем, собственно, этот разговор о боксе, в частности. Так это вот в качестве того, какие слабые места есть у бокса и боксеров вообще. Еще раз, не с моих слов, да, а со слов человека, который боксом, собственно, занимается. Мы либо говорим о нем как о спортивной дисциплине какой-то, да, либо мы говорим о каком-то постбоксе, о том, что представляет собой как бы самооборона на основе бокса там, и так далее, и насколько эта самооборона, ну, по сути, является решающей в какой-то экстремальной ситуации. И вот обратите внимание, что для бокса характерен другой подход, другое представление о защите. И в этом смысле для боксера все, что не дает атаке попасть в этого боксера, все является защитой. Даже если это бесконтактные какие-то действия. Да? Но с другой стороны, рассматривая бокс именно как некое условное оружие наше, да, эти боксеры тоже говорят о слабых местах, явно бокса. Вот этому посвящено в первую очередь это видео. Да? Это все понимают, спортсмен, он просто лучше подготовлен, неважно, чем он занимается, там греблей какой-нибудь на байдарках, опять же, бегом, там еще чем-то, ну, есть у него явно какое-то преимущество. Хотя бы в физическом развитии своем, правда, чем у человека, который вообще ничем не занимался никогда. Если речь идет просто о тактике и стратегии, о том, что легче почему-то человека поймать, когда он идет на вас, ну, братцы, это не совсем так, и многие из вас это хорошо знают, да. Если мы говорим там поймать как-то или застать противника врасплох, пока он выполняет какие-то действия или там другие действия и так далее, то в этом смысле, ну, я даже не знаю, догнать уходящего от вас человека и атаковать его, я думаю, так же несложно, как поймать его на встречке. И вот здесь я предлагаю опираться на слова людей, которые действительно занимались боксом, занимались профессионально им, и им есть что сказать на эту тему. Иногда они сами буквально говорят о том, что бокс, ну, прямо скажем, спортивная дисциплина и не очень подходящая там местами, давайте так скажем, местами не очень подходящая для каких-то экстремальных ситуаций. В этом смысле стратегия рознь. И та стратегия, о которой вот здесь вот говорится, да, вот в боевых искусствах это называется тактикой, просто не стратегия даже, это тактические такие моменты чисто. Вот давайте сразу эту фразу обсудим. Смотрите, в боевых искусствах защита это всегда контакт с противником. Всегда. В противном случае это не защита. Это можно называть чем угодно, уходами, уклонами. Это так буквально и называется. Это не называется защитой. Здесь, вот, собственно, наверное, существует какая-то вот, прослеживается какая-то апелляция к физике, к тому, что две встречные скорости явно больше, чем скорость столкновения, когда нечто движется вслед за уходящим, там, за чем-то, да, за уходящим поездом. Тут поспорить, как говорится, сложно, и в боевых искусствах на это нацеливают, в общем-то, начинающего любого. Да? То есть здесь все понятно и логично совершенно, и тут поспорить, ну, может быть и можно, но, скорее всего, бессмысленно. Вот. Кстати, обратите внимание, что опять речь не идет о защите, да, речь идет об уходе, буквально, который вас на самом деле не защищает. И об этом будет сказано, этим же боксерам будет сказано несколько позже, обратите на это внимание. В отличие от какого-то достаточно продуманного подхода, реально стратегического и тактического, когда вы обыгрываете противника не на его ошибках, а даже на его безошибочность. Вы обыгрываете противника. Да? Я еще раз, ребят, напомню, что то, что я сказал, это не случайно достаточно. Вот когда два шахматиста играют,
можно говорить, что один из них делает какую-то ошибку, но на самом деле это не совсем так. Два одинаковых по уровню шахматиста не делают ошибку. С этим поспорить сложно. Замечательно, полностью поддерживаю. Это верное представление о том, что уходить, убегать от ситуации. Это, ну, я бы сказал, это худшая стратегия, ну или в данном случае тактика. Ну, допустим, для бокса это местами какая-то временно выигрышная тактика, да. И все равно этот выигрыш, он достаточно мизерен, да, он все равно минимален, несмотря на то, что говорилось перед этим, что очень хорошо отступить назад, потом встретить противника атакой. Вот сейчас мы услышим опровержение практически этой версии. Вот. А по поводу того, что сказано дальше, что надо опять фокусироваться, ну, я даже не знаю, я, конечно, не боксер, возможно, боксеры сразу теряются от таких вещей, но вот в боевых искусствах, в боевых спаррингах, да, как бы нет разрыва этой ситуации. Другая ситуация, где надо как-то перефокусироваться. Да? То есть вот этот пассаж тоже не очень понятен. Оставляем его на совести автора. Да? То есть сам боксер говорит о том, что, ну, вообще-то, братцы, в случае, если вы работаете с человеком более или менее таким подготовленным, то, наверное, лучше поступать несколько по-другому. Давайте послушаем. Вот я предлагаю пока на этом закончить. Будет продолжение еще этой темы. И, собственно, вы можете к этому продолжению обратиться. Еще раз напомню, что предыдущая серия этого видео вот там внизу, в описании к видео, да, и последующая, наверное, тоже там будет заложена. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Переходить по ссылкам внизу и на плейлисты нашего канала, чтобы легче сориентироваться в тех темах в области боевых искусств, которые вам интересны. Я вам желаю хороших тренировок. И, кстати, в следующем видео, посвященном этой теме, мы будем рассматривать уже вот сравнение вот этих слабых, сильных сторон бокса со слабыми, сильными сторонами других боевых и околобоевых направлений. Счастливо.